Эти вещи притягивают безденежье. Срочно избавьтесь от этих вещей. И безденежье, и нищета, и проблемы, связанные с деньгами, обязательно уйдут из вашей жизни. Добро пожаловать на канал Эзотерика для тебя. Здесь, друзья, очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Вы знаете, у многих людей бывает такое, что как бы они ни старались, сколько они бы ни работали, что бы они для этого ни делали, но денег постоянно нет в их жизни. После многих лет попыток что-то изменить в лучшую сторону, люди, к сожалению, любят сдаваться, опускать руки и начинают плыть по течению. А это, вы знаете, еще больше усугубляет жизненную ситуацию и приводит к большим денежным проблемам. Так часто происходит от того, что многие люди не знают, что очень многое в нашей жизни зависит от того, какие вещи и какие предметы нас с вами окружают. Так как они создают энергетическое поле, создается вот это энергетическое поле вокруг нас, которое притягивает как положительные, так и отрицательные события в нашу жизнь. А порой и энергетические дыры, через которые уходит даже то, что мы стараемся изо всех сил притянуть в свою жизнь. Поэтому очень важно стараться свое жилье заполнять только правильными вещами, не деструктивными, а наоборот созидательными. И создавая нужные энергии, вибрации вокруг нас. И благодаря этому наш дом будет полной чашей. Будет счастье, будет удача, будет благополучие, деньги, взаимопонимание. Любовь обязательно будет присутствовать в таком доме. Поэтому, чтобы не привлечь к себе серьезные проблемы, никогда не держите в доме такие вещи. А если они у вас есть, пожалуйста, сразу избавляйтесь от них. Итак, первое, что ни в коем случае не нужно иметь в своем доме, это сухие цветы. Им точно не место в вашем доме. Даже если это модно на данном этапе, не поддавайтесь модным тенденциям, потому что их нахождение приносит сильный вред. Такие цветы, находясь в вашем доме, перекрывают, к сожалению, поступление для всех энергий. Они перестают обновляться, и этим приводит к энергетическому застою, который приводит к тому, что вы останавливаетесь на одном месте и ничего не можете больше изменить в своей жизни, и ничего не можете нового добиться. Энергетика искусственных цветов, она не живая, и их нахождение в вашем доме также не принесет ничего хорошего и приятного в вашу жизнь. Кто-то сейчас скажет, а вот у моей подруги, моей знакомой есть сухие искусственные цветы, и у нее все хорошо и отлично. Вы знаете, вы не держите свечу и не знаете, что в реальности происходит в этой семье. Потому что каждый из нас, и уже доказано неоднократно, любит показать красивую картинку. Особенно это видно на примере той же социальной сети Instagram. Когда каждый человек, который там зарегистрирован и считает, что он имеет весомый, делает какой-то вклад в наше общество, пытается показать и доказать, что он лучше, что он богаче, что он счастливее и так далее. Но не поддавайтесь на такое, пожалуйста. Помните о том, что если в вашем доме есть какая-то надбитая, лопнувшая посуда, срочно вынесите ее из вашего дома. Потому что именно такая посуда способна уничтожить вот ту правильную, созидательную энергетику вашего дома. И восстановить ее будет невозможно. Недопустимо иметь в доме емкость для соли со сколами. Помните о том, что соль, она впитывает в себя все, что ее окружает, и накапливает различные энергии. А вот битая посуда, наоборот, притягивает негатив. И, находясь в ней, соль будет впитывать это все. А когда вы будете с ней готовить еду, то возвращается вам этот негатив, и с каждым днем он увеличивается, что в результате принесет вам проблемы во всех сферах вашей жизни, с работой, в семье, с вашим окружением, с деньгами. Поэтому никогда не рискуйте сразу выбрасывать битую посуду. Очень многие люди почему-то любят использовать посуду, но вот знаете, есть посуда для гостей, а есть посуда для семьи. И вот она, как правило, почему-то с трещинами, со сколами, какая-то надбитая. И вы зашли случайно, да, в гости к своей соседке или знакомой, и она вас угощает именно с такой чашки чая.
А вот когда у нее праздник какой-то, она предлагает вам совсем другую посуду. Научитесь жить для себя, а не для других людей. Возьмите, используйте вот эту красивую посуду для себя. Но жизнь-то одна. Хотя бы с таких соображений. Также вы должны понимать, что магнитом для безденежья являются и вазы со сколами. Они не только нарушают положительную энергетику вашего дома, которые несут в себе сами цветы, но и вода, которая находится в вазе. Она усиливает негатив, который притягивает уже сам испорченный и нецельный предмет. А если вы еще такую вазу ставите на стол, а помним, что стол у нас с вами это сакральное место в нашем доме, то вы тем самым увеличиваете силу негатива во много раз и распространяете это все по своему жилью. Такой предмет, который находится в вашем доме, он, к сожалению, способен влиять на многое. Часто из-за этого люди на протяжении долгого времени не могут встретить свою вторую половинку. А если встречают, то такие отношения, к сожалению, долго не длятся. Находящиеся в вашем доме поломанные часы блокируют доступ положительных энергий в ваш дом и мешают вам, и особенно если они часто ломаются, то таким образом они не притягивают денежную энергию в вашу жизнь. С часами вообще нужно быть очень-очень осторожными. А когда такая вещь ломается, она начинает притягивать, к сожалению, к вам не созидательную, не положительную энергию, а именно разрушительную, которая способна испортить все, что находится вокруг нее. И чем больше такая вещь будет возле вас, тем хуже будут обстоять ваши дела. Вы можете потерять работу высокооплачиваемую. Если у вас какое-то есть хобби, которое приносит вам деньги, также вы можете потерять. Или возьмете деньги, вне зависимости, это у кого-то в займе, или возьмете в банке. Вы не сможете их вернуть. Все эти действия в результате приведут вас к безденежью. Также часы, которые постоянно опаздывают или показывают неправильное время, они также будут нарушать цикличность энергии вокруг вас и мешать вам осуществлять любые новые действия в вашей жизни. И вы в один прекрасный момент просто можете сказать, можно сказать, что вы потеряетесь во времени и не будете знать, куда и как вам дальше двигаться. У вас может начаться депрессия. Опять же, вы можете опустить руки, и этим вы наполните, к сожалению, свою жизнь неприятностями. Поэтому подумайте, стоит ли такой предмет, чтобы действительно рисковать. Также поговорим о символах и амулетах, которые отвечают за появление денег в нашей жизни. Помните, символы, талисманы, амулеты, обереги, они должны быть без каких-либо быть повреждений. Иначе этот символ начинает действовать абсолютно в противоположном направлении и постоянно отталкивает денежную энергию из вашей жизни. Если в вашем доме есть картина, глядя на которую вы испытываете страх, то таким образом она будет притягивать в ваш дом неудачи, денежные потери. И это будет происходить из-за того, что, глядя на нее, вы будете испытывать негатив, и тем самым вы будете приносить себе вред, ведь мы притягиваем только то, что мы излучаем. Поэтому, наоборот, заполните свой дом тем, глядя на то, что у вас есть. И у вас будут появляться только положительные эмоции, подниматься настроение. Ведь в таком случае вы будете излучать позитив и притягивать еще его в большем и в большем количестве. Далее уделим внимание немножко венику. Помните о том, что веник нужно вовремя менять, так как это не только ваш помощник по дому, но и сильный оберег, поэтому обращаться к нему нужно по всем правилам. А если этого не делать, то можно не только деньги потерять, но и разрушить энергетику дома, потому что в нем вам просто станет неприятно находиться. Постоянно будет хотеться покинуть такое жилье. Далее поговорим о подарках. Вы знаете, подарки, которые вам подарили люди, и вы знаете, что они не чистосердечны по отношению к вам, и такой подарок сделан не от чистой души, а значит, он несет в себе угрозу как для вас, и, к сожалению, он способен навредить вам. Даже если подарок вам не нравится, избавьтесь от него, продайте в конце концов, подарите кому-то. А если вы продали, то на эти деньги купите лучше то, что вам будет действительно приносить удовольствие.
Постарайтесь не наполнять свой дом различными сувенирами, безделушками, потому что они не только будут занимать пространство в вашем доме и собирать пыль, но также и будут накапливать негатив, потому что пыль будет садиться на такие вещи. Также тратя постоянно деньги на различные вещи, предметы, а это у нас с вами ненужные какие-то мелочи, вы сами демонстративно показываете денежной энергии, что не нуждаетесь в ней, и тем самым убираете ее из вашей жизни. Поэтому с деньгами нужно уметь обращаться. А тот, кто этого не умеет делать, к сожалению, не хотим вас расстраивать, обижать, но никогда не будет иметь деньги в своей жизни. Далее вещи без пары, им также не место в вашем доме. Они не только будут нарушать энергетические потоки в вашей жизни, но и тем самым они будут притягивать проблемы в семью в виде размолвок, скандалов, ссор, которые будут усиливаться и разрывать между вами связь. Избавьтесь от всего, что притягивает бедность, и вы увидите, как ваша жизнь начнет меняться в лучшую сторону. У вас точно уйдут финансовые проблемы, деньги будут появляться стабильно, а безденежье, которое, возможно, мешало спокойно вам жить, на протяжении долгого периода времени покинет вас, и вы больше никогда даже и не вспомните о нем. Помните об этих простых вещах и предметах, которым нужно уделять особое внимание. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации.